Во второе воскресенье августа у нас в стране традиционно отмечался День строителя. Этому празднику было посвящено торжественное собрание, на которое накануне в Твери собрались не только представители ведущих строительных организаций области, но также ветераны этой профессии и почетные гости. В нынешнем году День строителя отмечался в 70-й раз. Этот юбилей и определил лейтмотив торжественного собрания, открыл которое глава региона Виталий Королев. Заметим как бы в скобках, что за последние 9 лет это первый случай, когда в празднике строителей принял участие руководитель нашей области. Дорогие друзья, рад сегодня вместе с вами разделить этот праздник. 70 лет назад он был основан, и действительно очень важно, что строительная отрасль отмечает такой значимый большой юбилей. Хотел бы сказать, что когда праздник закладывался, это был особый период для страны, шло активное восстановление после войны и начались грандиозные стройки, которые, как мы знаем, показали технологический и экономический уровень развития страны, и до сих пор мы видим замечательные примеры того периода. Сегодня перед Россией также стоят масштабные исторические задачи. Это суверенная экономика и новое качество жизни. Для этого при господдержке создаются высокотехнологичные предприятия промышленности и других сфер. Впервые за последние десятилетия в таком объеме строятся социальные объекты, появляются современные общественные пространства, а в реализации этих планов строительная отрасль играет, конечно же, ключевую роль. В нашем регионе с начала запуска президентских национальных проектов построено 40 крупных социально важных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные центры. Введено 5,5 миллионов квадратных метров жилья. По итогам прошлого года объем работ строительной отрасли увеличился почти на 30%, было построено почти 870 тысяч квадратных метров жилья. За первое полугодие текущего года введено в 1,5 раза больше многоквартирных домов, чем за первые 6 месяцев 2025 года. Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Это и Западный мост, и детская областная клиническая больница, и речной вокзал. Все объекты непростые, все находятся на моем личном контроле, я занимаюсь ими постоянно. Очень надеемся, и есть все основания полагать, что эти объекты случатся, и обязательно мы увидим их готовыми не когда-то за горизонтом, а в совершенно понятной и обозримой перспективе. В ближайшее время откроется новое здание Бежецкой центральной районной больницы. Это будет, наверное, самая новая, самая современная, очень большая больница, почти 20 тысяч квадратных метров, с суперсовременным оборудованием, которое будет обслуживать 100 тысяч наших жителей и 11 районов. Это огромный шаг вперед для медицины Тверской области. До конца года рассчитываем завершить реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово. Тоже знаковый объект, который долгие годы шел к тому, чтобы быть завершен. Вот в этом году рассчитываем на его завершение. 1 сентября подрядчик пообещал, что мы сможем провести на плацу перед этим Дворцом культуры линейку для наших первоклассников. Поэтому кровля, фасад и плац должны быть готовы. Все основания рассчитывать, что так случится, есть, держим тоже на особом контроле. Вместе с партнерами фондом Евразии и Сбербанком ведем работу по благоустройству областного центра. Это реконструкция городского сада с установкой нового колеса обозрения, которое, вы видите, уже работает, но еще в тестовом режиме. Рассчитываем, что в сентябре заработает полноценно. И завершение работ на долгожданной Трехсвяткой улице, которая наконец-то приобретет современный облик в полном объеме, а не по частям. В дальнейшем планируем строительство больниц Кушинова в Торопце, а также открытого Ледового дворца в Торжке, нового здания Тверской гимназии номер 12 и других объектов, которые очень ждут наши жители. Рассчитываем увеличивать темпы строительства по всем основным направлениям. Для этого работаем с федеральным центром и для более активного участия регионов в национальных проектах и госпрограммах. Так, совместно с Фондом развития территорий в этом году рассчитываем серьезно продвинуться к завершению текущей программы переселения из аварийного жилья, которая сформирована из объектов до 2017 года, попавших в эту программу, что позволит вплотную приблизиться к следующему этапу и перейти к программе домов, попавших в эту программу после 2017 года.
Также начали большую работу по формированию мастер-планов городов. Они определят наиболее эффективные сценарии будущего и предполагают системные меры по созданию современной среды для жизни и работы, и при этом рассчитываем на повышение эффективности всех проектов по качеству и срокам. У нас очень простое требование, чтобы все, что написано в контракте, было исполнено. Со своей стороны правительство исполняет все взятое на себя обязательства по оплате. В общем-то, такая работа. Что хотелось бы сказать, что у нас обновился строительный блок, я думаю, что вы это уже чувствуете, и коллеги говорят, что строит заказчик. И это правильно, заказчик должен находиться постоянно в тесном контакте с подрядчиком, с теми, кто находится на субподряде, с теми, кто руками проводит работу на стройке. И это абсолютно правильный подход, который позволяет действительно существенно быстрее решать все проблемы, которые возникают. Поэтому будем стараться так действовать и в будущем. Отдельная задача – подготовка для отрасли кадров. С прошлого учебного года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Тверского технологического колледжа открылся передовой кластер в сфере строительства. В нем созданы современные мастерские и лаборатории, внедрены практикоориентированные программы обучения студентов. Рассчитываем на самое активное участие строительных компаний в обучении, организации стажировок и трудоустройстве будущих специалистов. Сегодня поговорили, посмотрели проекты, которые на выставке есть. И действительно очень красивые проекты. Дал поручение, чтобы приняли возможность для заказов прямо в этом учебном заведении проектов. Это будет очень показательно и для студентов, когда они увидят потом свои проекты в качестве реализованных. Хочется, чтобы каждый выпускник нашел свое место здесь, в Твери, и остался работать в нашем регионе. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за высокопрофессиональную и ответственную работу на благо Тверской области и наших жителей. Желаю новых успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. И, конечно, пусть чувство усталости материала никогда у вас не наступит, всегда будет обходить вас стороной. С наступающим вас профессиональным праздником! Окончив выступление, Виталий Геннадьевич произвел ряд награждений. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительные успехи в строительной деятельности на территории Тверской области почетной грамотой губернатора Тверской области были награждены инженер компании «Талант Тверь» Валентина Борисова, генеральный директор компании «Новый город» Максим Оводков, директор компании «Удача Юго-Запад» Владимир Прохоров и Светлана Шадынина, инженер компании «Дорсервис». А первому заместителю директора Управления государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области Оксане Григорьевой была объявлена благодарность губернатора Тверской области. Затем на сцену выходили представители законодательного собрания и правительства области, Тверской городской думы и администрации областного центра. Они вручали награды наиболее отличившимся из тверских строителей и, разумеется, поздравляли их с праздником. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем строителя. Вы причастны к строительству всех объектов, к появлению всех объектов Верхневолжья, будь то больницы, школы, мосты, жилые дома. И эти объекты – это не просто бетон и металл, это здоровье, комфорт, безопасность людей. Вы превращаете чертежи в реальность, а пустыри в уютные кварталы. Все строители знают простую истину, что надежность объекта начинается с фундамента. И в связи с этим особая благодарность нашим ветеранам строительной отрасли, которые заложили те традиции, которые тверские строители несут до сих пор. Дали тот уровень мастерства, ответственности, который до сих пор сохраняется в строительной отрасли Тверской области. Ну и, конечно, у нас большая надежда на ту молодежь, которая сейчас приходит в строительную отрасль, на их энергию, на их новые знания, на их стремление внедрить автоматизацию, цифровизацию. Так что надеемся на наше новое поколение. А завершил официальную часть праздника президент Тверского объединения строителей Виктор Грибалев. Дорогие товарищи, уважаемые коллеги, ветераны и почетные гости. Я очень рад этой возможности поздравить всех вас, точнее, я бы сказал, всех нас с предстоящим праздником. Причем поздравить не только от своего имени.
и от имени коллективов организаций, входящих в нашу ассоциацию. А в составе коллективов нашей ассоциации сегодня насчитывается 28 тысяч работников. Для нашей области я считаю, что это достаточно серьезное количество. Серьезное, но не это главное. Гораздо важнее то, что несмотря на всевозможные проблемы, организации Тверского объединения строителей показывают неплохие результаты. Например, в прошлом году объемы работ, выполненные нашими строителями, в целом не снизились. Это, конечно, значительно и замечательно. Но коллеги, которые вопреки всем трудностям продолжают не снижать темпы и качество своей работы, они большие молодцы и заслуживают самой высокой похвалы. И я думаю, что все, кто присутствует в этом зале, наверное, заслуживают похвалы. Мы награждаем немногих, но все заслуживают похвалы. Особенно добрые слова и самые теплые пожелания я бы адресовал ветеранам нашей отрасли. Они не одно десятилетие трудились на стройплощадках, посвятили нашей профессии всю свою жизнь и остаются верными ей и по сей день. Именно они в буквальном смысле построили нашу область. Замечательные люди, они нас учили, спасибо им большое. К сожалению, наш праздник, как и все события в стране, в последние годы имеют горький привкус. Очень горький, потому что на линии соприкосновения гибнут наши воины, а здесь в тылу гибнут наши сограждане и иногда гибнут даже дети. Члены Тверского объединения строителей, я думаю, что все непосредственно строители нашей Тверской области постоянно помогают участникам СВО, помогали и будут помогать. День строителя – это праздник формально профессиональный, но послушайте, как это зазвучит, если его название расширить до такого – День строителя России. Понимаете смысл? А ведь это совершенно правильное название, абсолютно точное. Поэтому, ничего не преувеличивая, можно сказать, что День строителя – это праздник всех россиян, каждого, кто трудится во благо нашей страны и таким образом строит Россию, созидает ее будущее. То есть у нас, у строителей, великая миссия. И я верю, что мы неспасуем. С праздником, дорогие товарищи! Успехов всем, здоровья, мира и добра! Завершив свое выступление, Виктор Грибалев сначала пригласил на сцену директора компании «Тверь-Жилдорстрой» Абрека Валиева и вручил почетную грамоту, которая его организацию наградила Национальное объединение строителей за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. И вот после этого Виктор Грибалев объявил, что по итогам традиционного регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» звание «Лучший строитель» Ассоциации Тверское объединение строителей 2026, а фактически звание «Лучший строитель области» присваивается сварщику акционерного общества «Тверьгазстрой» Алексею Ермакову.